Здравствуйте, дорогие рукодельницы! Сегодня буду шить сумку из моей заготовки, которую я показывала в прошлом видео. Я сделала еще одну заготовку такого же плана, чуть поменьше, и я ее разрезала вот на две части. Я хочу вот из этой части большой сделать карман, а вот эту поменьше я, наверное, пущу на ручки. Основу я сделала вот такую вот из рогожки. Мне очень нравится этот цвет, он такой натуральный получается. Я его, этот кусочек, проклеила дублерином, потому что рогожка, она так сама по себе не очень стабильная. Но вот задняя часть у меня, и основная, вся сумка будет в основном из этой рогожки. А вот здесь вот я на ней сделаю кармашек вот такой вот сзади. Так как у меня вот здесь вот по краям заготовка не доходит вот по величине, по размеру, то я тоже взяла еще вот кусочки рогожки, тоже они проклеенные. Я их пришью сейчас вот по краям с двух сторон. И чтобы вот довести до длины моей вот этой вот основной вот большой детали. Пришила по бокам и решила еще одну планочку пришить снизу. Решила сделать, чтобы кармашек был побольше. И я отстрочила еще вот здесь вот по краешку, прямо отстрочечку сделала вот этих вот своих планок. Сзади у меня вот так вот пока, но я вырезала уже, вот у меня вот такая вот будет подкладка. Я сейчас просто пристрочу, вот, чтобы у меня были закрыты вот эти вот все шовчики. Я по периметру, просто вот не по всему периметру, а только вот по краешкам я, наверное, пришью вот по этим, потому что здесь у меня все равно потом буду зашивать. Закрепила вот прямо 3 миллиметра там от краешка, просто вот прострочила и все. Здесь у меня все будет в швах, низ в шве, боковые швы, а верх мне надо красиво как-то закрыть. И смотрите, у меня есть вот такая вот кожзаменитель из мебельных образцов, и я хочу вот эту планочку здесь, типа не косую бейку, как бы обработать край как косой бейкой вот из этого вот кожзаменителя. Я вырезала полоску 4 сантиметра. И буду ее пришивать вот с этой стороны, потом заворачивать и пришивать с той стороны. Иголку я буду использовать для кожи, для пришивания. У нее особо острый кончик, поэтому она должна хорошо справиться. Вот такой получился край у моего кармана, такой толстенький. Вот так выглядит моя заготовка задней части сумки. Но я хочу закруглить вот здесь вот немножечко краешки, более круглые сделать. И чуть-чуть вот заузить в верхнюю часть. С этой и с этой стороны. Прям совсем немножко. Но я это сделаю. И то же самое я приведу к этой же форме переднюю часть своей сумки. Точно такие же детали я вырезала для подкладки. Их у меня тут 2. И в одной стороне из подкладочной ткани я решила сразу сделать кармашек. Подробно на этом останавливаться не буду. Я сделала отдельное видео 3-минутное для того, чтобы кому нужно, тот посмотрел. Ссылочка будет в описании. Следующим этапом я вырезала полоски шириной 11 сантиметров. Я буду делать дно. И я надставила вот этим же кожзаменителем. И дальше буду тоже надставлять уже опять рогожкой. Тоже так же продублериненной. Вот смотрите, я пришила, а швы торчат немножко. Поэтому я решила вот так вот еще отстрочку сделать. Просто пристрочить рогожку к шву, чтобы лежала ровно. Строчку сделала, отстрочку. И пришиваю дальше рогожку свою до нужной мне длины. Чтобы вот полностью все дно и боковушки у меня сошлись. Довела свою полоску до 104 сантиметров. Это немножко больше, чем мне надо. Мне надо где-то 102, наверное, или 100. Но я чуть-чуть с запасом сделала. Что я делаю дальше? Я вот на этих вот верхних частях своей рогожки хочу пришить. Вот я кожаные такие сделала по 4 сантиметра, потом подвернула и подшила краешки. Я хочу пришить шлевочки здесь. Я их обрезала уже, они у меня 9 сантиметров. Я их вот так вот сложу и пришью. Но только перед этим вставлю полукольца сюда. Эти шлевочки у меня будут для ремня с карабинами. Тут у меня будут и ручки, и ремень. Я решила, что нужно сделать возможности ремня на всякий случай.
И вот я вот на расстоянии вот от последнего кожаного края пристрочу вот эти кожаные полоски. И таким образом еще, и плюс еще вот здесь вот я сделаю крестиком, вот, чтобы закрепить шлевочку. Вот так пока что зацеплю. Вот то же самое сделаю с другой стороны. Шлевочки пришила. С этой стороны это вот так выглядит, здесь вот так. И теперь смотрите, я нахожу серединку своей вот этой вот заготовки, складываю пополам и нахожу серединку. Она тут. И я прям вот маленьким таким уголочком отмечаю. Точно так же я нахожу серединку в своей заготовке. Ну, пока начну с передней части. Складываю пополам. Вот я уже, если честно, тут ее сделала, этот уголочек. И я буду пришивать от середины. Я не хочу ошибиться, чтобы у меня получилось несимметрично. Я просто складываю лицом к лицу вот этот свой уголочек с уголочком. И вот отсюда я начну вот так вот пришивать по всему периметру свое дно и боковушку. И вот так вот оно должно прийти. Переднюю сторону пришила к своей боковушке и дну. И теперь точно так же буду пришивать заднюю сторону. Сшила свои детали. Задняя сторона вот так выглядит. Здесь кармашек большой. И точно так же сшила подкладку, точно таким же образом. Вот она у меня. Все. Единственное, что я не показывала, вот я сделала на молнии кармашек, а с противоположной стороны я просто пришила вот обычный кармашек. Вот он. Вот. И я перехожу к следующему этапу. Я хочу сшить ремень. У меня уже остались прям вот кусочки. И я вот из этих кусочков, вот это вот мебельный образец у меня тоже, вот это вот этот кожзам, который у меня есть. Вот я просто нашила, у меня получилось здесь вот 10 сантиметров вот это. Сейчас я все это отглажу, сошью, и будет ремень. Так как утюгом отгладить не получается, кожа же прилипнет у меня сейчас к утюгу, то я просто сделала вот по краешку от строчки. И все это дело у меня разгладилось. Теперь просто складываю и сшиваю, потом поворачиваю. Короче, края ремня я вот так вот стропу вшила, а теперь мне вот это безобразие надо закрыть. И я взяла вот такого цвета вот от моей ткани, здесь прямоугольнички, с этих сторон я его прострочила, а здесь просто загладила. И вот так вот пришью. Просто зашью, пристрочу вот, и закрою. По-другому я не придумала. Очень толстые концы получились, очень толстый ремень. Ну и, соответственно, не пробьет машинка что-то более толстое. Я хотела сначала стропой также закрутить, но со стропой вышла засада. Ну и я вот эти вот, помните, я оставляла полосочки простеганные, я из них сшила ручки, всунула туда стропой и также вот кусочками ткани закрываю место соединения в своих ручках. Сейчас вот так вот просто буду прострачивать и все это пришью. А я опять возвращаюсь к своей заготовке сумки. Я ее вывернула наизнанку. И я хочу немножечко уплотнить дно. Мне бы хорошо бы, если бы был фетр, но у меня нет фетра такого плотненького. Но я взяла вот такая вот, ну, пальтовая ткань. Просто вырезала полоску. И вот от боковушек, вот где у меня из кожи зам вставочки, я вот так вот ее просто приклею. Обычным клеем, ну типа момент или что-то. Просто вот немножечко, чтобы дно было поплотнее. Все задумано, сделано, все проклеила, уплотнила немножко дно и выворачиваю все на лицо. Буду собирать сумку. Вложила внутрь подкладку и совмещаю швы боковые и скалываю по всему периметру. Ну, сначала боковушечки, шовчики, а потом так в серединке кое-где прихвачу. Сложила все подкладку, приколола ручки с обеих сторон. И просто по периметру сейчас вот прострочу, чтобы все это соединить. Все соединила, пришила. И теперь поворачиваю сумку наизнанку. Сумку вывернула. И вот молнию на планке я уже сделала заранее. Как делать, ссылочка будет в описании.
во вторник будет видео на канале, короткое, обучающее. И я просто вот лицом к лицу складываю и пришиваю эту свою планку по всему периметру. Здесь я оставляла вот тоненькую тканюшечку для того, чтобы вот пришивать и не мучиться. Точно такую планочку я сейчас пришью из подкладочной ткани, чтобы закрыть шов. Посмотрите, вот я приметываю по краю лицом к лицу свою верхнюю часть. И вот здесь вот в конце своей заготовочки, вот этой планочки, я прям высекла сантиметр. Для чего? Для того, чтобы вот я когда сюда дойду, и мне надо будет вот к этой части, к торцевой, к боковой, чтобы у меня это все хорошо заворачивалось, чтобы мне было потом удобно пришивать. Все приметала, все у меня сошлось, и теперь на машинке все строчу. А мне осталось только обработать шов косой бейкой, чтобы закрыть все нитки, и вывернуть сумку. Обработала весь край косой бейкой, и наступает момент истины. Выворачиваю. Наконец-то я ее доделала. Надеюсь, что все хорошо. Так, ну вот здесь вот надо немножечко расправить все уголочки, шовчики. Кармашек обычный, кармашек на молнии. Общий вид сейчас покажу. Мы с Трейси решили устроить сумки, фотосессию и приехали на дачу. Трейси сегодня 1,5 года, а сумка висит на дереве с яблоком. Вот такая получилась классная сумка. Сзади стеганый большой карман, ремень, ручки. Все классно. Мне она очень нравится. Мне кажется, прям получилась крутая. Внутри все красиво. Кармашек на молнии. Кармашек без молнии, просто обычный. Вдвое ткань сложена и пришита. По-моему, все хорошо с ней. Классная, правда? Вот на теннисный стол я ее поставила. Свою сумку внутрь засунула. И смотрите, какая получилась красота. Ремень, конечно, получился у меня толстоват. Особенно за счет того, что вот здесь вот этот центральный шов, его никак не получилось расправить, и он топорщится. Но, возможно, он как-то обомнется, обляжется со временем. Не знаю. Вот такой вот вид. Хороший большой кармашек стеганый. Ручки на стропе. По-моему, классная получилась сумка. Мне очень нравится. Она такая прямо вот осенняя. И она достаточно вместительная. Я размеры напишу потом титрами здесь. И такая прям. Мне очень нравится. Если вам нравится, ставьте лайк, пишите комментарии. И спасибо всем, кто досмотрел до конца.